Всем привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина и о обстановке на графике. Атлант подсказывает, в каком направлении двигаться, показывает, какая структура вырисовывается, в каком направлении двигается. Мы дорабатываем график и такими моментами зарабатываем. Помните, да, череп Сатоши делали только это в красном стиле и переделали под зеленую, опять же, для чего? Оригинал в красном. И мы выпали из нашего ромба вниз. Очень много идет отрицательных, очень много идет фада, да? Фада, как отрицательных новостей очень много идет на CZ и Binance. И он сразу сказал: помните, такое будет, не поддавайтесь фома. И четвертый пункт в его правилах — это то, что будет очень много, то, что это все факт, что это неправда. И мы еще обратили внимание, что это 11 раз он выставляет цифру 4. 11, 4, 44. Тоже момент интересный. У вас все еще мало биткоинов. Хорошо, на самом деле, то, что после такого подъема сделали откат вниз, дали сделать закуп. В общем, переходим на график. На графике на 15 минутке у нас последний выход. Выход из накопления алмаз. Снизу брали лонг позиции, с верхних точек брали шорт позиции. И у нас центр был, да, вот этот. Середина выше лонг, ниже шорт, приоритет, психологическая отметка. И здесь у нас Атлант хорошо себя показал практически. И Сайсиат он тоже нормально показывал. Зона перекупленности. И все. То есть следующая зона должна быть перепроданности. Попытки поднять наверх и провал. По Атланту как это выглядело. То есть вот мы шли, да, у нас уже пружина начинала сжиматься, но что именно здесь плохо? Здесь два окна повышенной волатильности, и мы выскочили раньше. Если смотреть по большой структуре, мы вышли позже. Если смотреть по малой структуре, мы вышли раньше. То есть не по правилам техники. Соответственно, такая фигура, я написал поэтому у себя в прошлом видео тоже развод. Прогноз есть, в каком направлении мы идем, да, но, скорее всего, будет развод. По высоте, куда мы сейчас пришли, эта высота тоже была просчитана, что мы туда придем. Это у нас получилась высота прошлой. Прям, можно сказать, тик в тик. Вся высота прошлого падения, да, это как у нас коррекция АБЦ получилась чистая. Высота прошлого падения, смотрите, сошлась с высотой, куда мы пришли. То есть ставим сюда. Давай сделаем более яркий. Так. Понятно, да? То есть это высота А, Б. Ставим сюда и смотрим, куда мы пришли. И в итоге мы пришли нижняя грань С. 26438. Цена была 26507. 438. Там ошибка в $60, грубо говоря, да? 60-70. То есть практически идеально. Опять отработала. Атлант предупреждал заранее, что будет шорт. То есть и выгоднее всего было вставать в шорт позиции. И как раз по графику было видно, да, особенно вот здесь, когда у нас нарисовал три вершины. Первый провал вниз под трендовую,
закрепление, ретест и поехали вниз, покатились прямо. Идеально читаемый момент. Здесь у меня, правда, вынес несколько позиций. Я пытался его словить по 27,200 и 26,888. Здесь меня выбило, и я взял еще позицию лонг и схватил по 26,660 и 26,600 есть еще. Ну и плюс еще те старые позиции, которые были там внизу. И шорт позиции тоже открыты, дополнительные. CZ цифру 4 выставлял, когда это не всплеск объема большой, тоже на это нужно обращать внимание. CZ выставлял цифру 4 последний раз, это было как раз у нас 27 марта. И здесь был максимально повышенные эти новости. О том, что мы будем там на него в суд подают и такие моменты. Когда цена сюда пришла, закрылся take profit, показывал, потому что у меня здесь была цель ранее отмеченная. Вот в эту область. Она отработала. Так. Далее. Какие варианты следующего движения? Предположения были еще, что мы пойдем вниз. Сейчас нужно смотреть, как в прошлом видео говорил тоже, что если нас сделают возврат обратно в эту область, то у нас шорт-сценарий отменяется, да, то есть нас в этой фигуре сделали развод, вернули и вышли выше. То, что сейчас происходит, крах банков, там, в общем, финансовые массы, проще сказать, да, перемещают умные деньги, куда бы вы сами положили, сами подумайте. Конечно, в криптоактивы, потому что в банке страшно, банки схлопываются, квартиры покупать страшно, машины ломаются, квартиры рушатся, да, с нашими застройщиками, так еще и покупаешь с котлована, можешь не дождаться, что тебе ее построят. То есть у нас такой сейчас образ жизни интересный у большинства людей становится. Человек приходит в этот мир на время, жизнь на время, вечность навсегда. Помните, да, такое выражение крылатое? Ты одразу думаешь, нужна ли тебе квартира? Еще вы потом, ладно, в другой жизни, как бы, вспомнить свой ключ. Было бы интересно. Или вспомнить, чем ты занимался. Здесь у нас отработка, прошли вниз, да, в общем, накопление. Какое было предположение дальнейшего хода цены? Тут индекс доверия потребителей, да, видите, что после индекса всплеск и проход вниз, переживали эту информацию и пошли наверх. По новостному фону, который нас ожидает на сегодня, это у нас заместитель председателя ФРС по надзору за советом управляющих Майкл, да, свидетельство бара. В общем, заместитель председателя ФРС по надзору за советом управляющих, короче, в 17:00. Посмотрим, что они здесь тоже скажут. Это не сильная новость, но она опять связана с ФРС. И нужно смотреть, как себя цена тоже поведет. Скорее всего, будет на ожиданиях будет подъем. На ожиданиях всегда подъем делают.
И здесь может, что у нас произойти, идет как ретест этого уровня, нижней вот этой трендовой. Посмотрим, как они его сделают. Если делают и закрепляются ниже, да, то есть еще маленькая вероятность того, что будет маленькая вероятность того, что мы пойдем вниз отталкиваться. Но мы сейчас заходим вот в зону психологического поддержки сопротивления. Вот эта вот область, да, у нас проторговка. Если выше этой зоны поднимаемся и здесь закрепляемся, то лонг в приоритете. Если мы под этой зоной еще остаемся, то еще пока шорт в приоритете. Тоже нужно за этим смотреть будет. То есть, когда у нас цена заходила в эту зону, да, можно было вот здесь видно прям хорошо. У нас зашли и нас отсюда вытолкнули, да, вот у нас уровень. Зашли и вытолкнули. Опять зашли, нас вытолкнули. Этот уровень может стать точкой опоры для шорт позиций. Далее, отсюда, который этот лонг Фибоначчи, если замерять, у нас уровень 61,8, да, точку я его сюда выставлял, и видно, что цена у нас, опять же, в этом накоплении у нас окно повышенной волатильности вот здесь находится, вот в этой области. Но у нас цена вышла раньше, сделала ретест, это хорошо, то есть закрепились и пошли наверх. Пока еще есть вероятность того, что мы поднимемся наверх. Слишком маленькое накопление. Выход наверх, уровень 61,8, это хорошо. Следующий подъем это 78% по Фибоначчи. Вот уровень Фибоначчи с последнего импульса, да, на этой структуре. Выход на 61,8 они сделали. Если сейчас им добавят, то следующий уровень 78, 627, 678. И как раз вот здесь вот закрепление в этой области, а плюс к этой области у нас еще идет цель из вот этого накопления. Вот оно у нас, да, здесь находится. Закрепление в этой области и последующее построение вверх вот этой трендовой, закрепление. И тогда получается, что это у нас как медвежья ловушка. Собрали, развод. Собрали и пошли выше. Так, и у нас здесь еще будет индекс. Здесь же, кстати, это все находится. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, кстати, тоже вот момент. Финансы. Эти финансы могут вот нам сюда залить. Это уже повышенный новостной фон, да, фон повышенной волатильности. Посмотрим, что у нас здесь произойдет вот в этой части. Кстати, будет удобно для новичков, кто на Атланте, будем смотреть вот такую глаз можно будет ставить, да, где смотреть, обратить внимание, в какую зону у нас здесь будет этот момент. А еще у нас здесь открытие Уолл-стрит, открытие Америки, открытие Уолл-стрит, заход. Посмотрим, как они себя поведут. Это у нас 17:00, как раз за полчаса, через полчаса, вернее, да, после волн. Вот так мы это все дело на графике отметили. То есть здесь Уолл-стрит. Смотрим, где будет цена. Так, с накоплением с этим понятно. И еще у нас здесь такой красивенький дракоша, да, отрисовался. Отрисовывается голова. Поехали, лапа первая, лапа вторая. Вот здесь момент был. Я говорил, что если будем пробиваться вниз, да, на эту высоту, в эту область, дальше в эту область, но видно, цена оттолкнулась, вышла сюда, сделала ретест и пошли делать хвост.
хвост может выйти, он не то что может, он должен выйти выше головы в район 61,8 на 1,27, 28, 382 и 28 890, но у нас здесь будет уровень 28 800 и или 888. Прям будет точка, четкая точка, где цена встретит свое сопротивление. Но и у нас же по пути идет вот этот уровень, да, 28 666. Посмотрим опять же, как здесь будет закрепляться, будет ли, и у нас это будет вершина нашего старой прошлой проторговки, то есть выход сюда, наверх, да, и поход в эту область. И еще смотрите, вот в этих моментах, когда хвост вырисовывается, ребята, кто за Атлантом наблюдает, скорее всего, он опять нарисует нам, график нам может начертить вот такую стрелочку интересную. То есть где-то вот в этой области вынести стопы, да, и потом опять так проторговать. Такую стрелочку вырисовывать. Посмотрим. Да, тут время, конечно, гадать, гадай, не гадай. И мы не цыгане, чтобы гадать. Хотя у нас сейчас такое кровосмешание, да, идет, что сказать, какой-то конкретной нации принадлежишь нельзя. Все братья и сестры. Так, в общем, с вот этим моментом понятно, да, тут вышли, и сейчас идет пока лонг-приоритет. Единственное, в какой момент они сделают сброс позиций и поход выше. Атлант перевернулся в лонг, по Атланту лонг-приоритет. Опять же, у нас было вот это накопление, центр структуры, пробились наверх, Атлант закрепился, да, дал, показал, куда мы пойдем, то есть вот этих сделал ретест, вот отсюда можно было уже подбирать лонг-позиции. Какие лонг-позиции сейчас, кто здесь подбирал, ребят, позиции, эти стопы без убыток подтяните. Да, не отрицаю, что могут выбить, могут пойти сейчас вниз, бить эти стопы, причем вниз, ниже вот этого уровня, да, вот сюда вот сходить, в эту область, где можно еще раз попробовать подобрать лонг позиции. Но тут уже будет чревато тем, что могут и ниже провалить, полностью развернуть. Слишком маленькое накопление. По хребту тут дракона могут гораздо больше такого. Сейчас, то есть здесь проторговка, выйти вниз, да, и сделать еще один закол, и вот отсюда вырисовывать дракона. То есть такое, чтобы он был более объемный. Причем здесь одна точка опоры, да, и вот здесь где-то вторая, то есть вот в эту область. И опять можно посадить вот по вот этой высоте. Так, ну, в общем, следим, куда пойдет цена. Еще хотел сказать, Glassnode, да, накопление прошлое было 334, потом 145 дней, и сейчас у нас уже накопление 186 дней. Возможно, это был последний шанс закупиться. Или шанс финальный, как говорят у них. Подписываемся. С вами был Атлант. Всем удачи, пока.